Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами двумя рецептами вкусных домашних конфет из сгущенного молока и кокосовой стружки. Это домашний вариант батончиков Баунти и конфет Рафаэлло. Готовлю конфеты Баунти. В миске у меня 345 грамм сгущенного молока. Жирность сгущенки 8,5%. Кокосовой стружки у меня 180 грамм. Стружку добавляю частями и хорошо перемешиваю ее со сгущенкой мягкой силиконовой лопаткой до однородного состояния. Сгущенное молоко лучше брать натуральное. В его составе должны быть только молоко и сахар. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Всю стружку вмешала. Вот такая консистенция у меня получилась. Оставляю эту массу при комнатной температуре примерно на 30 минут, чтобы кокосовая стружка немного пропиталась сгущенкой. Для формирования батончиков использую силиконовую форму. Если у вас нет подобной формы, то можете завернуть будущий батончик в пищевую пленку. Наполняю форму смесью сгущенного молока и кокосовой стружки. Беру немного смеси, утрамбовываю ее ложкой, чтобы в форме не было пустот. Беру еще немного смеси, утрамбовываю и так далее. Выравниваю поверхность будущего батончика шпателем. 8-й батончик у меня получился небольшого размера. Смеси, чтобы полностью заполнить форму, у меня не хватило. Отправляю форму в морозильную камеру примерно на 6-8 часов, чтобы смесь охладилась, держала форму и батончики можно было извлечь из формы. Теперь приготовлю конфеты Рафаэлло. В сотейнике с толстым дном у меня 320 грамм сгущенного молока жирностью 8,5%. Сгущенка, как я уже говорила, должна быть натуральной. Добавляю 200 грамм сливочного масла. Жирность масла 82,5%. И готовлю на медленном огне до расплавления масла и довожу до кипения. Помешиваю лопаткой, поднимая сгущенку со дна сотейника, чтобы она не пригорела. Перед добавлением кокосовой стружки выключаю плиту. Стружку добавляю частями, хорошо перемешивая ее со сгущенным молоком. Кокосовой стружки у меня 195 грамм. Для этих конфет стружку лучше брать мелкую. Если у вас нет мелкой стружки, то измельчите крупную стружку при помощи блендера. В результате должна получиться однородная кремообразная масса. Стружку я добавила не всю. Снова включаю плиту и на самом медленном огне готовлю смесь до загустения. Уваривать смесь нужно примерно 10-15 минут при постоянном помешивании. Должна получиться густая, но пластичная и податливая масса. Так выглядит моя смесь через 15 минут. Смесь загустела и хорошо отстает от дна сотейника. Выключаю плиту. Добавляю оставшуюся кокосовую стружку и хорошо перемешиваю до однородности. Чтобы смесь быстрее остыла, перекладываю ее в миску.
Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили по вкусу. Хорошо перемешиваю и даю смеси остыть при комнатной температуре. Можете экстракт ванили заменить на ванильный сахар или ванилин, или вообще ваниль не добавлять. Миску накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник примерно на 1 час, чтобы перед формированием конфет смесь охладилась. Формирую конфеты. Ложкой набираю конфетную массу, кремом все же ее называть не хочу. Она стояла в холодильнике 1 час. Кладу вовнутрь очищенный миндальный орешек и скатываю шарик. Миндальные орехи я предварительно залила кипятком, дала им постоять и очистила от кожуры. Затем просушила орехи в духовке при температуре 100 градусов. Получившийся шарик обваливаю в крупной кокосовой стружке и кладу на доску, застеленную пищевой пленкой. Конфеты у меня не маленького размера. Вы можете сделать конфеты меньшего размера. Тогда вам понадобится больше миндальных орехов. Миндальных орехов у меня ушло примерно 100 грамм. А кокосовой стружки, чтобы обвалять конфеты, ушло примерно 80 грамм. Готовые конфеты убираю в холодильник на 1 час. Готовлю глазурь для конфет Bounty. Здесь 250 грамм горького шоколада. Содержание какао 99%. Растапливаю шоколад на водяной бане. Добавляю 2 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла и хорошо перемешиваю до однородности. Даю шоколадной глазури остыть до температуры 32 градуса. Я достала форму с конфетами из морозильной камеры. Извлекаю конфету из формы, кладу ее на вилку и погружаю в шоколад. Верх конфеты поливаю шоколадной глазурью при помощи ложки. Так глазурь ляжет более тонким слоем. Даю глазури стечь и кладу конфету на доску, застеленную пищевой пленкой. Аналогичным образом глазирую все конфеты. Можно вилкой нанести рисунок на конфету. Оставшийся шоколад я решила нанести на конфеты, пока он не застыл. Готовые конфеты убираю в морозильную камеру на 30 минут, чтобы шоколад застыл. Или можно убрать конфеты в холодильник примерно на 1 час. Вот такие конфеты у меня получились. Список продуктов, которые я использовала для приготовления вкусных домашних конфет, вы сейчас видите на экране. Все конфеты получаются сладкими из-за сгущенного молока и очень калорийными. Конечно же, конфеты очень вкусные, но много есть их я все же не советую. В батончике Bounty сладость слегка нивелируется горьким шоколадом. Начинка в батончике сочная и мягкая. Домашний вариант шоколадного батончика Bounty и конфет Рафаэлло нравится моим домашним. Конфеты, конечно же, отличаются по вкусу от магазинных, но они не менее вкусные, а скорее даже наоборот. Домашние конфеты всегда вкуснее конфет из магазина. Особенно эти конфеты нравятся любителям кокосов и, конечно же, детям. Процесс приготовления конфет много времени не занимает, если не учитывать время, которое конфеты должны стоять в холодильнике. Рецепт простой.
Поэтому советую приготовить вам эти конфеты. Думаю, что они вам понравятся. Я конфеты храню в закрытом крышкой лотке в холодильнике не более 3-5 дней. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра и благополучия. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!